Отпадно выглядишь? Что это? Вообще я выбираю только самые лучшие вещи, самые лучшие места. Привет. Зажался тебя, у тебя тут прикольно ходит. Спасибо. Я замерзла. Замерзла? Пока что да. Как ты можешь таким хвостом замерзнуть? Ну, погодка не очень сегодня на самом деле. Погодка, да, день. такая мокрая какая-то, да, неприятная. Ну, такая... Стегнуться надо, да? Ты за опасную езду? Наверное. Давай, ну что, рассказывай. Ну, я бы хотела сначала тебя послушать, наверное. Давай послушаем, что ты хочешь услышать. Кого ищу, там что к чему или что? Ну, кого ищешь там, ну, какие вообще рассчитываешь, не знаю, отношения построить, ну и в целом, не знаю, может покажется странным, но я спрашиваю тебя про, ну, там, уровень доходов. Ну, я думаю, что это не очень странно уже, ты не первая, не первопроходец, так скажем. Я уже бывал на свиданиях, и там девочки спрашивают об уровне доходов. Так, с чего начать? С уровня доходов? Что тебя интересует больше, скажи? Ну, больше, да, вот это. Уровень доходов? Да. Хорошие доходы? Ну, а кем работаешь вообще? Айтишник. Ну, там, типа... Что? Ну, сейчас все просто говорят, вот айтишники, а успешных прям, ну, маловато. Ну, ты по доходу все-таки копаешь в доход, да? Сколько чего? Ну, так, да. Профессия сама тебе ничего, ни о чем не говорит. Ну, 300 будет. Ну, вообще, ты как вот пытаешь, ну, вот, типа, как ты планируешь прожить вот на это, не знаю, с семьей, например, там, с девушкой. Вот если у меня какие-то завышенные ожидания, например, ну, не завышенные, просто у меня есть определенные требования. Какие? Ну-ка, озвучь, давай свой список выкати. Давай топ-10. Ну, просто вот мне для комфортной жизни нужна какая-то сумма. Ну, слушай, сумма разная, может, и миллион нужен, там, не знаю, 100 тысяч. Но чем больше, тем лучше. Называется. Ну, как бы... Как бы? Не знаю, ты планируешь развиваться? Ну, естественно, я не стою на месте, естественно, это не потолок. То есть, конечно, я стараюсь максимум выжать из всего, чтобы больше было. Доходов, я имею в виду. Так что так вот. А ты работаешь? Ну, я вообще, как сказать, ну, я так, иногда по настроению работаю, можно сказать. Вообще, у меня папа, ну, так скажем, покрывает большую часть моих расходов. Вот. То есть ты на обеспечение папы, правильно? Ну, так, да. Вот. А что, сама не строишь там карьеру, не работаешь? Ну, зачем? Как зачем? А как, в будущем жить? Ну, не знаю. Ну, папа меня пока не бросил. Но это пока в будущем. Папа же тоже не вечный, работа у него не вечная, деньги не вечные. Что делать-то? Ну, не знаю. Мне кажется, я не пропаду. Не пропадешь? Мужика ты имеешь в виду? Ну, да. Ну, слушай, мужчин сегодня есть, завтра нет, никто не даст гарантии. Как бы. Ну, или что? Не знаю. Ну, пока вот мне папа дает. А сколько он тебе дает, если не секрет? Ну, тоже достаточно. Достаточно. Сколько попрошу, в целом достаточно. Ну, может, ты попросишь там 5 лямов, он даст 5 лямов? Ну, спросит на что? Так, не знаю. Настроение, наверное. По настроению? Да. Ну, так а ты что ищешь мужчину себе, чтобы что? Что для чего? Для каких целей? Я не знаю. Мне просто интересно вот пообщаться с кем-то, кто вот сможет, ну, как бы, соответствовать моему папе. Соответствовать папе? Да. Потому что, ну, вот я привыкла к одному уровню жизни. У меня есть определенные там, как бы, представления. Ну, тогда какая-то папа твой, причем здесь мужчина. Ты ищешь реально мужика, чтобы прям соразмерно папе. В любых аспектах. Ну, нет, конечно, ну, как бы, он расценивается все равно как мой мужчина. Но в определенных смыслах, да. Ну, потому что я к этому привыкла. Как бы работать я не хочу, на самом деле. А что делать? Не знаю. Планируешь? Ну, в плане, ты же не дома вот, сидишь или что? У тебя же есть какое-то занятие? Творчеством заниматься. Не знаю, мне вот нравится сейчас, я изучаю чакры. Чакры? Да, я изучаю, ну, там, эзотерика, вот, таро. Ну, расскажи, интересно.
Но это направлено на то, что ты вот прокачиваешь себя с помощью вот энергетики. То есть чакры там есть разные. Тоже прокачиваешь. Вот, например, вот первая там надо за жизнь отвечать. То есть, ну, энергия появляется. Ты вот медитации слушаешь. Ты вот, ну, как бы, тоже можно попробовать, может, тебе больше пойдет вот это вот. А еще какие чакры? Еще есть, ну, разные, там, сердечная. Ну, разные есть. Вот, это долго обсуждать. Ну, это интересно, мне просто экзотерические дела очень интересно. А на Таро, да, конечно, на Таро раскладываешь? Да. Да, и что, как? Умеешь прям вообще? Ну, умею, да, что-то предсказывать. Вот у меня подружка с парнем рассталась, я предсказала, сказала, ну, сразу говорю, не очень. Вот. Вообще меня, ну, типа, вот те, кто не слушают, они потом как бы говорят, нет, ты была права прям. Вот. Вот тоже, как бы, вообще ты как, ну, как сказать, ты привык слушать, доверять, вот, типа, своим близким человеку, или ты такой, ну, это сам, типа, решение приму? Но я советуюсь, конечно, в любом случае. То есть анализирую, что человек думает, как То есть мыслит. ты меня слушать не будешь? Почему? Я же, наоборот, говорю о том, что буду. Ну, вот все равно ты говоришь, там, ну, как бы, совместное решение. Ну, совместное решение – это когда ты высказываешь мнение, я высказываю мнение, и мы приходим к единому консенсусу. Я привыкла, что меня больше слушают. А тебя, да? Ты любишь доминировать, чтобы тебя подчиняли. Я люблю, что меня слушали. Так, ну вот, я тебя слушаю. Ну, просто вот, как бы, я что-то говорю, мне такие, да, вот так мы и сделаем. Я люблю. Не знаю. Ну, смотря что, может, ты скажешь, там, не спрыгнуть с балкона. Ну, не знаю. То есть ты меня не будешь слушать? Буду. Все зависит от тебя. Вот, но а ты в экзотерику вот реально веришь, да? Ну да, я считаю, ну, не знаю, мне кажется, те, кто не верят, вообще не просветленные, потому что это идет из великого вот, типа вот этого потока, и типа те, кто к нему не подключились, они не верят, потому что, ну, это великий тот самый поток, вот, и те, кто не смогли понять, они как бы, ну, я бы сказала, неправы, опять же, то есть, вот это моя позиция, и типа те, кто не согласны, мне кажется, тоже неправы. Ну, я, допустим, не то, что не согласен, я всегда подвергаю все логике, критике и с позиции здравого смысла. Вот, есть там, допустим, то, что там мы произошли от обезьян, там, как эволюция, вот это все, какой единый поток, если это все биология, химия? Какие-то есть доказательства этому? Ну, в плане биологии и химии, то есть... Просто эволюция, ни больше, ни меньше. Ну, а вот то, что реально это может, ну, вот вселенная, например, говоришь, вот что-то аффирмация. Ну, так говоришь. ты это настраиваешь просто сама себя, чисто в мозгу себя, а не Нет, то, это что вселенная дает. Вселенная, да? Да. Ну, не знаю. Ну, так же, как карты, ты же гадаешь, тебе вселенная ответ дает. А что такое вселенная тогда? Ну, это вот вселенная. Вселенная — это вселенная, да? Да. Ну, я имею в виду, это же что? Это же просто пространство, как бы. Ты меня не слушаешь вообще? Не, я просто хочу понять, пофилософствовать на эту тему. Ты говоришь, что ты хочешь послушать. Тебе интересно. И потом ты говоришь, что тебе, ну, как бы ты не согласен, во-первых. Во-вторых, то, что ты, ну, вот с этой теорией, ну, тоже, типа, отрицаешь это. Говоришь, что я не права. Ну, потому что я не могу воспринимать все на веру, и мне нужны какие-то подтверждения, доказательства, как бы, да? Да чисто я же по мысли. говорю. Да. Какие подтверждения? Я сказала, значит, это так. Ага. Хорошо. Я же рассказываю. Хорошо. Что ты еще скажешь, что будет так? Давай, приказывай. Ну, а, кстати, мы куда вот едем? Мы уже не знаем, сколько-то минут, 10-15 или сколько там это. Ну, у тебя, наверное, А ты просто какой-то- только что спросил, а мы куда едем? Да У я тебя просто... какой-то есть вот точка. Я просто вот, ну, я обычно сажусь, и тоже там вот водитель меня доводит.
куда-то покушать. Ну, я привыкла, что меня вот отвозят куда-то. А тут я вспомнила, что это же ты не мой водитель. Ну, конечно, я не твой водитель. Не, я просто катаюсь, чисто отвлекаюсь и слушаю тебя. Хочу понять, подойдешь ли ты или нет. Ну, покушать. А ты покушать хочешь? Не знаю. А что тебе Вселенная говорит по этому поводу сейчас? Давай спросим у нее. Мы поедем покушать или нет? Не знаю, я хотела послушать, что ты предложишь. Вот тоже, как бы, можешь тоже сам решать иногда. Ну, я просто еще пока не совсем понял, вот не прислушивался еще к Вселенной. Мне нужно тоже понять, чтобы она мне шепнула, это она, иди кушай. Поэтому вот я хочу понять. Настраивал свою антенку, так скажем. Ну, одну уж точно. Да, конечно, погода сегодня. Сегодня погода, да, такая себе. Ну, не знаю, ну, по-моему, тоже странно. Что странно? Не сводить куда-то. Не знаю. Ну, так может мы пойдем сейчас, мы чуть-чуть пообщаемся, поговорим, поймаем вайп и спокойно пойдем. Мы минут 10-15 пока общаемся. То есть вообще, мы же не должны сразу куда-то что-то. Или как ты это видишь? Пообщались уже. Но хорошо, а ты, получается, ты ищешь мужчину, чтобы он тебя обеспечил, правильно я понял? Я хочу понять просто, что именно. Ну, как бы, это в моем понимании логично. Так, а семья там в перспективе, дети, вот эта история? Ну, тоже как пойдет. Вообще, на самом деле, я думаю, что, дети, они вот эту энергию, которую дает Вселенная, они ее забирают. Почему? Ну, потому что ты же отдаешь кому-то. Вот есть ты, есть ребенок, и ты ему что-то даешь, а он такой берет, и все. А потом он вот уйдет, и вся эта энергия куда ушла. Но энергия же циклична. Если ты даешь в ребенка энергию, то Вселенная тебя возвращает в двойном размере, разве нет? Нет. Я считаю вот так. Ну, как бы, зачем? Зачем вот что-то воспитывать кого-то, тратить силы? А на что тогда тратить? Развлекаться, там ходить, не знаю, куда-то, радоваться. Мне кажется, это правильно. Вот зачем дети нужны? Ну, как бы дети, мне кажется, это смысл жизни, который как раз-таки дарован Вселенной. Продолжение рода, как будто что-то ты вкладываешь, и род продолжается, и человечество живет. Не знаю. Ну вот опять же, смотри, вернемся к зарплате, к твоей. Как типа детей, там, меня, детей, ну вот эти вот деньги обеспечивать. Ну вот. Ну, очень просто работать, развиваться, зарабатывать, то и есть все. ты думаешь, хватит вот этого? Что этого? Что именно? Что ты имеешь? Ну вот ты обозначил определенную сумму. Ну, я сказал средний, как бы, своего дохода, но это же на данный момент, то есть я расту, развиваюсь. То есть еще он колеблется. Ну, естественно, есть, но в основном в большую сторону. И я развиваюсь, то есть через год это может удвоиться, допустим. Разве денег этих не хватит, чтобы содержать семью? Вот хочу, там, не знаю, вот мне, вот есть ребенок, есть вот, ну, типа, семья, и как бы, вот я хочу такая, хочу на Мальдивы, и вот, ну, вот прям сейчас мне надо, и что делать? Ну, как бы, вот детский садик, там, вот это все, это ж, наверное, надо тоже за это платить. Ну, естественно. За все в этом мире надо платить. Ну, а обед, там, например, типа с ребенком пойти на обед какой-то. Ну, тоже пойдешь там, не знаю. Да, нужно пойти. А вот ты куда ходишь обычно? Как ты развлекаешься? Как ты проводишь свои дни? Ну вот если день рассматривать, я встаю. Так. Часа, наверное, в часик. Вот. И встаю, я делаю, значит, 15 минут у меня настраивание на Вселенную. Вот. Я вот сижу, медитирую. Вот так. Вот. Потом я иду кушать. Вот. И в целом иногда с девочками разговариваем, встречаюсь, типа, читок, с подружками. Иногда, не знаю, в клуб сходим. Вот, иногда там, ну вот так вот,
Ну, в целом, я люблю просто сама, типа, сидеть, что-то там поделаю, тиктоки посидела. Ну, не знаю. Все? Здесь есть Так, распорядок? уже напомню, да. Ну, мне кажется, это одни и те же действия. То есть скучновато. Все равно какое-то развитие должно быть. Нужно же Так чем-то. мы же развиваемся, мы говорим на разные темы. Языком трепете. Нет, это тоже духовная часть человека. Вот опять, ты говоришь, вот я чувствую вот это вот, что ты все равно меня презираешь чуть-чуть. Да нет, что ты. Почему я могу тебя, как я могу тебя презирать, если ты мне мало знакомый человек? Кто я такой? Я не имею права даже. Что ты? Все равно вот, я понимаю, что рассказываю от чистого сердца, а ты реагируешь, ну как ты такой, блин, так что ты треплешь там языком и так далее. Ну, С подколом, короче, да, типа? да. Ну, я сорян, же это у меня манера такая немножко. А то ты по знаку зодиака. Рыба. Рыба. А что? Ну просто, ну как бы понимаешь, тоже это важно. Вот тебе важен знак зодиака мой? Особо нет, но ты скажи, какой. У меня близнецы. Ужас. Вот опять ты говоришь мне. Это самый лучший. Вообще. Ну ты же близнецы, с точки зрения вот этой всей астрологии, это два человека в тебе. Один тянет на себя, второй на себя. Это же близнецы. Не два, просто меня много. Меня много. Типа, я вот, ну, типа, могу быть вот солнцем этой компании, могу быть душой компании. У меня много, вот я могу типа, с разными людьми разговаривать. Вот. А рыба это, ну вот как, понимаешь? Ой. Вот это, ну это, конечно, Это что плохо именно? Я честно не очень понимаю. что ты родился рыбой. Ну извините, что такая вот... А вот родился рыба, да. Что, переродиться или что? Я особо не матерюсь. Так, ладно, хорошо. Мы сейчас едем, знакомимся. Там до свидания. А что ты хочешь вообще дальше? Какое развитие видишь? Что подсказывает Вселенная, скажи мне. Ну, тоже. Ну, вот обычно, типа, общаюсь там иногда, ну, с другими тоже, типа, не знаю, мужчинами. Ну, тоже не удивляйся, как бы, ну, Не понял. все свободные То есть, люди. подожди, я спросил про перспективу нашего знакомства. Ну, да, я просто А говорю. почему с другими мужчинами? Ну, просто я говорю, вот иногда там с кем-то же общаюсь, вот, ну, на опыте, вот как мы общаемся, то есть, не знаю, ну, вот меня куда-то, типа, там, ну, просто сами, типа, говорят, вот пойдем там в ресторан, я иду в ресторан, потом говорят, вот пойдем там, не знаю, вот давай тебе что-нибудь купим, я такая, ну, давай, вот. Ну, там иногда, типа, говорят, вот там, вот, они иногда с папой видятся тоже. Ну, в целом так вот, типа, такие, вот, привет, давай сходим куда-нибудь. Я говорю, ну, давай. То есть ты делаешь упоминание то, что, в принципе, тебе говорят мужчины, правильно? Ну, я просто, ну, я делюсь ресурсом своим. Так, ну что, давай что-нибудь поделаем. Давай пойдем ко мне посмотрим фотки. Фотки. Что значит пойдем к тебе? То есть, значит, То есть ты думаешь, я какая-то легкодоступная? почему? Я так не думаю, что... Легкодоступная, тупая. Нет, что-то нет. Я просто чувствую, слышу, вот голос Вселенной мне шепчет, надо идти смотреть фотографии. Ну какие фотографии? Мои фотографии. Какие? Увидишь. Ну что, пойдем? Я не понимаю, что ты хочешь от меня. Вот что ты хочешь от меня? Ничего не хочу. А ты что хочешь? Я не понимаю вот этот вопрос реально. Короче, я так думаю, что ну, мы даже по астрологии не очень совместимы. Давайте куда-нибудь дойду и... То есть ты меня
выгоняешь. Ну, не то, что выгоняю, просто мы немножко несовместимы по гороскопу. То есть я потратила время, чтобы накрасить. Значит, так будет угодно вселенной. Собраться, Мгм. настроиться. Мгм. И ты говоришь, Мгм. что ты вот сейчас не хочешь со мной общаться. Ну, я не чувствую вайб, то есть нет притяжения, знаешь, вот это. Ну, несовместимо, вот есть такое. С близнецами уж точно, поэтому как-то так. Почему? Близнецы это лучшие? Ну, хорошо, это лучше, но не для меня. Почему? Вселенная так говорит. Я в шоке. Давай я тебя где-нибудь высажу, давай до метро довезу, ладно, окей? Я поеду на метро, Не знаю, может пешком пойти. такси меня не зовешь. Вызову, ты оплатишь? Нет, Я не знаю, как ты доберешься. я не знаю метро вообще. Ну, разберешься. Как я разберусь? Как-нибудь разберешься. Как я Все, разберусь? мы будем это мусолить, как бы все, как бы встреча закончена. Дальше ты сама. Понимаешь? Нет, ну, я сюда приехала на такси, мне его папа. Ну вот, позвонишь папе, папа тебя оплатит и Так папа на работе. ну, что? Короче, ладно.